Ну здорово, ребята, давненько не виделись и не слышались. Вы как раз по адресу, так как именно здесь вы увидите что-то вроде плюс 100-500 или школы Б в Копателе онлайн. Только прошу, не кидайтесь тапками, я сам недолюбливаю эту игру. Собственно, скоро поймете почему. Я, кстати, раньше уже снимал что-то подобное, но слава тебе господи, оригиналов в интернете уже не осталось. А наши обозреваемые товарищи сами слили свои оригиналы в интернет, как свои отходы в унитаз. Кстати говоря, очень даже похоже. Но, как говорится, учимся и на своих, и на чужих ошибках. Это шоу Комбо, погнали! Если вы ни разу не погружались в историю шоу Капец, то скорее всего вы не поймете, почему автор этого видео извинился передо мной за плагиат. Но одно могу сказать точно, он это делал с надеждой на то, что он не попадет в мой обзор. Как же он ошибался в этот момент. Эх, ну давайте посмотрим, что у него получилось. Неопытный зритель и невооруженным глазом заметит, что наши с ним названия начинаются на слог «ко». Но скажу вам сразу, что он сам упер эту идею из шоу «Капец», автором которого я был раньше. Всем привет! Ну здорово! Это шоу под названием «Кожесть». Блин, тупое название. Чувак, я вот не знаю, были ли у тебя другие варианты? Например, коврик, смех, ржака или кашка, ну что более бы подходило. Но вот жесть, это вообще... Я его ведущий Смайл Хэру. Вообще, во время озвучки не нужно швыркать и чихать. У тебя вообще было два варианта. Либо вырезать свое шмыганье, либо вообще недельку подождать и выздороветь. Но нет, видимо, тебе было на это насрать, и нам придется вот эти звуки слушать. Первое бессмысленное видео называется «Прикол в Копателе онлайн». Чел, я вот смотрю на тебя, и для меня ты уже прикол в Копателе онлайн. Ну, хотя бы не ошибка в природе. Твое право радоваться за это. Что это такое? Мне кажется, этот баян я уже где-то видел. Я, кажется, вспомнил. В моих кошмарных снах это было. Только в них там курица кричала «Уходи!», а потом насиловала Андрея Козуба. Что ты делаешь с бедной курицей? Вот это ты пошутил. Блин, железный чел, будь ты немного поживее, я бы скорее в голос проиграл с выражения. Что ты делаешь с бедной курицей? Ну а теперь сравните. Что ты делаешь с бедной курицей? Что ты делаешь с бедной курицей? Все! Никакого актерского мастерства. Достаточно только слово сказать, даже не вопросительным тоном. И шутка века превращается в бред аутиста. Кстати, это видео с курицей тоже бред аутиста. Я бы его даже непосредственно в обзор не брал. Но поскольку оно мне попалось, скажу... Тупо! Второе видео называется... Стоп, как уже второе видео? Ты же про первое почти ничего не сказал. Вот только сказал, что ты делаешь с бедной курицей? И то это не засчитывается. Ай, ладно, пофиг. Говори, как второе видео называется. Как спецназа не пустили в туалет. Ну, чел, нам бы было гораздо интереснее, если бы видео называлось не «Как спецназа не пустили в туалет», а «Как спецназа не пустили в туалет, и он обделался». Возможно, так и будет. Так что давай показывай. А почему тебе кажется, что спецназ хочет в туалет? Может быть, ему в штаны краб залез? Или лосины очень неудобные оказались? Ну, или все сразу. И в туалет захотелось, и краб залез в лосины, не знаю как. Буду ждать момент, когда спецназ начнет прыгать. Это будет значить, что крабик нашел его отросток и решил его ущипнуть. Дайте ведро. Да не мне, а спецназу. Блин, чуваки, что происходит? Так, все, я срываюсь. Пора раскрыть все карты, дорогие зрители. Он в своем шоу скопировал один из выпусков 1001 кадра и украл оттуда как минимум 2 видео. И эту шутку. Эй, где ведро? Да не мне, дай спецназу. А автор этого шоу прототипа обозреваемой фигни являлся Андрей Козуб. И если ты этого не знал, значит не состоял в нашем сообществе. И все-таки на это смотреть очень Так, стоп. Почему? Что здесь делать ведро? Я ж просил, принесите его спецназу, а не мне. А вы заметили, что оператор
тоже с ним пританцовывает вот так. И чё? И чё с того? Вообще-то всем насрать. Хотя стойте, подождите-ка. А, получается, краб не один, их двое. Ну все равно насрать. Хедшот. Ну здорово, чел. Ой, подождите, стой, у меня идея. Режиссер, перемотайте видео назад. Эх, Брат, не дергайся, подожди, я его вытащу. Доставай его, придурок! Стой на месте, не двигайся, я в него сейчас выстрелю. Стой, стой, не стреляй! Всем снова привет, с вами Шоу Комбо, и наш режиссер сообщает, что пленка с видео была сожжена после перемотки. Поэтому дальше мы его не посмотрим. Всем пока! Чувак, я нашел резервную пленку, останови титры. Мы возвращаемся. Так, я нашел запасную запись вот в этой яме. Кто ее сюда бросил? Эх, дайте ведро. Да не спецназу, а мне. Включай. третье видео называется «Самый быстрый бой на арене». Насколько быстрый? Я быстрые бои не люблю. Мне очень важна их продолжительность. Даже если как зрителю. Думаете, это смех? На курицу больше похоже. Но давайте все же дадим комментарии происходящему. На поле два соперника, мяч на поле отсутствует. Опережая ворота, игрок слева двигается в сторону противника, создает препятствие в виде дыры на поле, его противник проваливается. Гол, товарищи! Ко-ко-ко! Победа в этом бою за нами, а остальные пусть уходят. Хотя, знаете, это можно было представить не как миниатюру о неудачно сыгранном футболе, а как о неком телешоу. Например, кто устоит или слабое звено в зыбучих песках. Я, кстати, раньше тоже снимал бои на аренах, когда был школьником. Но это, по крайней мере, очень отличалось от того дерьма, что мы видим сейчас. Аза-за-за-за-за-за-за-за. Аза-за-за-за. За-за-за. Аза. Аза-за-за-за-за-за. Аза. Ой, ё-моё. Нет, все же смех курицы угарней. Настолько угарней курица, что пока я ее готовил, она сгорела, как пуканы многих школоло. Аза-за-за-за. Что он сказал? Так, еще раз. Не-не-не, давайте все-таки попробую повторить. Блин, не получается. Значит, он китаец. Ну, потому что если русский не может сказать то, что сказал китаец, значит, это точно китаец. Я, конечно, могу ошибаться, но предположительно в переводе это звучит как «я тебя сейчас убью» или «пошел ты нафиг». Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Хотя логично было бы сказать «уходи». В чем смысл этого видео? Как зомби убивает копателя? Да, это и есть смысл видео. А ты что, не понял, что ли? Вот один сделал яму, а другой туда упал. Все. Или ты как-то по-другому хочешь прокомментировать? А копатель падает в первую же секунду? О, все, вымотался железный, батарейки сели. Ну что, наше шоу подошло к концу. Чё, правда, что ли? Ну, наконец-то! Хоть могу нормально поесть сходить потом, после конца. С вами был Смайл Хэро. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Вы все видели, дорогие зрители? Отлично! А теперь просто простите, что я потратил 10 минут вашей жизни на это дерьмо. И запомните, если вы, как и автор, тоже школьного возраста, то не советую вам делать видео подобного формата. Даже если вы и пробуете что-то снимать, делайте это с умом, как домашнее задание, чтобы нравилось всем, а не только лишь вам. Ведь очень важно сделать видео качественным и не таким ужасным, как шоу К6. Однако все. Надеюсь, авторы ролика усвоят урок. Но гораздо важнее, чтобы этот урок усвоили потенциальные видеомейкеры, а активные зрители поставили мне большой лайк. Без подписки на канал не будет выпусков, так что жмакай на кнопку подписаться. Хотя я уверен, что вы и так подписались. И в описании вы можете найти полезные ссылки на источники, из которых можно узнавать последние новости по проекту этому и по проектам другим. С вами был Андрей Ерлин, шоу Комбо, канал Ерландрит, и знаете, копатель хорош не для того, чтобы играть, а для того, чтобы осознавать собственные ошибки. И одна из них — это играть в копатель. До следующей встречи.